Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, вспоминая легендарные советские легковые автомобили и также сравнивая масштабные копии разных эпох. Сегодня хочу вам показать, на мой взгляд, очень симпатичный советский лимузин ГАЗ-13 «Чайка». Мы рассмотрим две совершенно разные масштабные копии вроде бы одного и того же автомобиля. Первая модель берет свои истоки с 1976 года. Эта машина выпускалась на Тантале, и первые «Чайки» были с индексом А15. Я вам подготовил как старую номерную модель, так уже и новодельный российский аналог, который приобретался где-то в начале 2000-х годов. И российская «Чайка» у меня в оригинальной упаковке, но на ней нету штампика с датой изготовления. И, к сожалению, эта масштабная копия у меня разваливается, цинковая чума, очень много трещин на корпусе, стала отваливаться краска, отвалились дверки, я их уже вклеил, поэтому они не функциональны. Но пока что этот автомобиль комплектный. Мы посмотрим, в каком состоянии модель на сегодняшний день. Второй вариант из журнальной серии «Автолегенды СССР» от издательского дома Де Агостини. Эта машина выходила под номером 13, поступила в продажу 4 августа 2009 года. И у китайского варианта не открывающиеся дверки, но в плане передачи образа настоящего прототипа эта модель значительно копийнее, чем старый советский и уже новодельный российский вариант. И чтобы вспомнить, как выглядел настоящий прототип, я вам приготовил журнал из серии «Автолегенды СССР» номер 13. Мы быстро его пролистаем и посмотрим на этот красивый советский лимузин. Давайте уберем масштабные копии, чтобы они нам не мешали. И на лицевой стороне журнала есть фотография настоящего ГАЗ-13 «Чайка». То, что мне бросается в глаза, это советские номерные знаки. Шрифт не очень похож на ГОСТ того времени, и, возможно, это настоящие номера, просто уже реставрированные, перекрашенные, а, возможно, просто некий муляж. Информация о том, как создавался этот автомобиль, черно-белое фото серийного образца на ВДНХ. Также есть фотография со сборочного конвейера, опытные образцы в двухцветном варианте окраски. И, кстати, опытная машина по дизайну немножко отличается от той «Чайки», которая пошла в серийное производство. Также события, которые происходили в стране в тот период. Кадры из кинохроники, дальние родственники, Packard Patrician, Imperial Crown лимузин и двухцветная «Чайка». Таких машин было немного, и у нас в стране двухцветных «Чаек» я не видел. Обычно были черные машины и также перекрашенные в белый цвет, которые использовались как свадебный кортеж. Есть плакат, который при желании можно повесить на стенку. Другие фото. Очень красивая панель приборов, также изящное рулевое колесо, в багажнике полноразмерная запаска, подкапотное пространство. Технические характеристики, схематический чертеж и другие модификации. Это ГАЗ-13 Ландо, также универсал, который изготовлялся на Рижском автобусном заводе. Модернизация, которая не пошла в серийное производство, фаэтон и киносъемочный вариант. И также анонс на следующий выпуск – это ВАЗ-2102 «Жигули». Такой модели журнальной серии нет в моей коллекции. И давайте начнем с обзора новодельной российской масштабной копии. Она поставляется уже в коробочке нового типа, и коробочка у меня немножко потрепана, но она более-менее комплектная. На нижней стороне есть информация. И давайте аккуратно вынем масштабную копию и будем надеяться, что она не рассыпется в рамках сегодняшнего видеоролика. У модели очень красивый синий цвет, но, к сожалению, если вы посмотрите, то все пошло микротрещинами. Очень большая трещина на лобовом стекле. Также металл уже начал изменять свою форму, поэтому появились огромные зазоры. Также начала отслаиваться краска. Дверки, еще раз повторюсь, уже не функциональны. Я их вклеил, потому что у них сломались крепления. И вы можете посмотреть, двери тоже изогнуло.
И боковины уже не ровные, а идут волной. Также искривилось переднее крыло. И у этой модели стояли колесики от ГАЗ-3102 «Волга». Это не конверсия, а вот именно в таком варианте я приобрел модель в свою коллекцию. И мне в комментариях писали, что подобные модели уже около завод, выносили некоторые детали, собирали масштабные копии дома и продавали как изделия от Агат. Возможно, это и так. И вы можете посмотреть на правый борт, тоже очень много сколов, нижняя часть уже не стыкуется с крылом. И у этой модели, насколько я помню, вываливается задний фонарь и декоративный молдинг, потому что тоже он уже не фиксируется. И у этой масштабной копии пластиковое днище, хотя на нем все еще написано «Сделано в СССР». И также корпус немножко расширился, и это отчетливо видно по смещении крепежного винта. Ну, будем надеяться, что какое-то время эта масштабная копия еще продержится. У нее изначально не открывался капот, но открывалась крышка багажника. И также двигался лючок на топливный бак. Давайте покажу вам теперь журнальный вариант. Эта модель очень легкая, потому что у нее крыша сделана из пластика. Масштабная копия черного цвета, вполне аккуратная сборка, и ранние модели из журнальной серии «Автолегенды СССР» были вполне удачные. Но потом пошли упрощения, удешевления, также ухудшилось качество покраски и сборки. И еще один момент, то что боковины у этой чайки тоже в виде пластиковых накладок. Очень симпатично смотрятся задние фонари, несмотря на то, что это хромированные детали, и поверх уже обозначили оранжевым лаком поворотники и стоп-сигналы. Также в бампере присутствует отверстие для выхлопной трубы, и, по-моему, я их сам просверливал, потому что изначально эти элементы были глухими. Могу ошибаться, давно было, и если на вашей модели отверстия тоже просверлены, напишите в комментариях. Вполне хорошая проработка нижней части, отдельные глушители. Их при желании можно окрасить. Хромированные колесные диски и колпаки. Покрышки более-менее попадают в 43 масштаб, но отсутствует боковая маркировка. И, на мой взгляд, здесь резина шире, чем должна быть на настоящем прототипе. У этого автомобиля очень симпатично сделана облицовка радиатора, прозрачные поворотники, противотуманные фары. Фары ближнего света тоже более-менее нормальные, но вид портят черные точки, так называемые рыбьи глаза. И у этой модели можно самостоятельно окрасить салон, но свои модели я пока что оставлю в первозданном виде, возможно, потом займусь их доработкой. И давайте покажу вам свою старую номерную чайку. И она тоже в черном цвете, и, конечно, на корпусе очень много сколов, потертостей, но эта машина комплектная. И ее ни разу не перекрашивали. И были мысли полностью разобрать автомобильчик, заново его покрасить, но я думаю, в будущем просто займусь реставрацией, подкрашу сколы и постараюсь заполировать корпус, чтобы не видно было следов ремонта. Как раз мы можем посмотреть, как открываются дверцы. Салон из черного пластика, панель приборов из белого пластика, но от времени она уже пожелтела. И также на дверках установлены хромированные декоративные молдинги. Открывается крышка багажника, присутствует запаска, но ее уже устанавливали самостоятельно. И, по-моему, этот элемент брали с какого-то Рафика или с ГАЗ-24 «Волга». Также рабочий лючок на топливный бак. Хорошие зазоры, крышка багажника плотно прилегает к корпусу автомобиля. Задние фонари уже потрепаны, но все еще целые. Также можно открыть дверки с правой стороны. И у этого автомобиля складываются задние сиденья.
И могу показать, как у этой масштабной копии выглядит днище. И плашка нижней части из металла, указан номер А15, написано «Сделано в СССР». И эти чайки выпускались с 76 по 87 год. И точную дату изготовления конкретно этой масштабной копии сказать не могу, не сохранилась оригинальной упаковки, но машина в моей коллекции уже очень долго, поэтому можно сказать, это долгожитель. И колесики тоже здесь родные, но их уже неоднократно ремонтировали, подклеивали, и нужно будет тоже снять старый клей и аккуратно их приклеить, чтобы они свободно вращались. Вот такие симпатичные масштабные копии, и вы в комментариях можете написать, какая из показанных ГАЗ-13 «Чайка» вам понравилась больше всего. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о новодельной китайской «Чайке». Хорошая ли это замена старой агатовской модели, у которой открывались дверцы, но если брать новодельные российские аналоги, они подвержены цинковой чуме. Так что здесь как повезет, возможно, вы купите хорошую масштабную копию, возможно, ваша новая «Чайка» также развалится, как моя синяя модель. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не нажали на него раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. И также можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.